Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Азамель, и сегодня у нас очередной мукбанг с роллами. Сегодня я со своей палочкой и просто с обычной водичкой будем запивать. Так, у нас здесь стандартный набор: соевый соус, васаби и имбирь. Жалко, что нет орехового соуса, арахисового, хотела сказать. И нет, ребята, мне не надоедает есть роллы. Итак, сегодня у нас эфир. Это видео выйдет до эфира. Приготовьте свои вопросики. Будем много общаться, болтать. И разговаривать о своих планах. Поотвечаю немного на вопросики ваши. Вопросов то становится очень много, то их дефицит. Дефицита как такового нет. Просто бывают вопросы, их много, и я смотрю, что 90% из них повторяются. Например, сколько тебе лет? Какой ты национальности? И так далее. Вот эти вопросы. Какой я знак зодиака еще очень часто спрашивают. Я не могу отвечать не просто потому, что мне трудно. Нет. А потому что подписчики, которые смотрят, например, каждое мое видео, им будет скучно слушать одно и то же. Кстати, я заказала здесь один веганский ролл. Здесь только овощи и сыр. Вот, а на эфирчике ты просто там спросили, ты там ответил и пошел дальше. Поэтому заходите на эфир, новичкам он подойдет еще лучше. Итак, читаем вопрос. Вопрос задает человек по никнейму Кино. Я не знаю имени, но тебе привет. Привет. Как всегда, все шик и блеск. Спасибо большое за приятные слова в комментариях. Читаю их прям все. Почти все блогеры рассказали про свои истории о том, как они были на волоске от смерти. Были ли у тебя такие моменты? Так, мне вспомнился один момент, когда я читала этот комментарий. Обычно вот у меня не очень плохая память, но когда мне задают вопросы в комментариях, возможно, это было, например, меня сейчас спрашивают типа какой-то неловкий момент, либо момент, когда просто любой человек может в жизни опозориться, да. И я не могу просто тупо вспомнить, когда у меня такое было. Но я просто вспомнила момент. Я не знаю, был бы результат этого как бы смерть или нет, но я вам расскажу, как все было. Ну, точнее, наверное, скорее всего, да. Я вам рассказывала, что у нас была своя кафешка, что я работала сушистом.
когда мы только-только открылись, мы попали не в очень хороший сезон. У нас пару месяцев не было работы. То есть она была, но очень слабая. И кафешка, она не была огромным рестораном. Там была такая небольшая кухня, да, небольшой зал, очень мало сотрудников. И, в принципе, мы там посидели, поболтали, и все. Хотелось выйти на свежий воздух, там, подышать немного, погулять. И когда не было клиентов, я выходила на крайности, гуляла, дышала свежим воздухом. Недолго, конечно, но там часик максимум. И вот это происходило часто, каждый день. И бывало так, что я, например, могла созвониться со своими подругами. Там близкими. И вот я разговаривала. И там рядом на окраине этой кафешки был заброшенный дом. Вот не дом, а здание. Прям заброшенное огромное здание. Там ничего не функционировало, с ним вообще ничего не происходило, он там так и стоял. И вроде бы, знаете, ничего необычного, просто какое-то заброшенное здание. Хотя в центре города это как-то немного странно. И так я иду, говорю по телефону, причем я уже вся в диалоге. И вдруг слышу какой-то шорох просто. Знаете, просто какой-то звук там подсознательно. И просто, я не знаю, рефлекс это, судьба это или что. Я быстро отошла от этого места, даже не задумываясь, что что-то может упасть, что-то может делать. Просто быстро отошла. И посмотрела сзади, и на том месте, где я стояла, туда просто обрушилось куски огромных стекол. Я не знаю, там не шел никакой ремонт, хотя он был, но это было чуть попозже. Там ничего не было, но, возможно, оно было очень старым, оно было заброшенное, старое, не знаю, разбитое. Я просто посмотрела на осколки этих стекол и подумала, что бы могло произойти, если бы я просто оттуда не отошла вовремя. Поэтому я бы назвала этот момент, потому что, я не... И это просто от меня не зависит. На самом деле сейчас я думаю, что да, это страшно. Но в тот момент мне было ни капли не страшно. Я просто отошла, посмотрела, поняла, что бы могло быть, и все. И просто пошла дальше. Но реально, с человеком может в любое время произойти все, что угодно. Еще одна из подписчиц у меня спрашивала про месяц Рамазан, что поменяется ли график выхода видео. И как вы уже замечаете, видео выходит немного позже, чем обычно. Раньше я могла выпустить видео в 4, в 5, там не знаю, когда как, в 6. Но сейчас это происходит строго после того, как стемнеет. Поэтому график у нас будет такой, вы тоже можете учитывать. Что отныне мы будем пускаться так. Но в любом случае вы просто можете поставить колокольчик там, и как только выйдет мое видео, вам по-любому придет оповещение. И даже не нужно будет следить за страницей. Вам YouTube сам сообщит. Проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Очень много подписчиков пишут, что я думала, что я подписана, потому что твои видео всегда выходят в рекомендациях. Но я думаю, что я подписана, наверное, что мне человек так часто рекомендует тебя.
Но оказывается, нет. Поэтому проверяйте. Мне будет очень приятно, если уж вы все равно смотрите. 60%, у меня статистика не спускается, 60% зрителей смотрят без подписки. И больше 50 моих зрителей из России. Меня еще спрашивали, почему ты так много запиваешь? Что-то такое было. Сейчас вечер. Я не хочу очень сильно наедаться, хотя очень сильно уже наелась. 2 Филадельфии съем, и все. Подкрепляюсь перед нашим эфиром. Кстати, перестала говорить про свой Инстаграм. Но если вдруг вы захотите подписаться на мой Инстаграм, будет в описании ссылочка. Там я делюсь, кстати, суши-доставками тоже. Но там акцент совсем на другое в Инстаграме. Но там тоже я. Там тоже мои видео, мой контент. Кстати, пишите, что будем снимать на 3000. В этот раз я обязательно должна отметить. В 2000 не отметила, но в 3 должна. Поэтому пишите свои варианты, что будем снимать на 3000. А также, если вам нравится наше видео, подписывайтесь на канал и поставьте лайк этому видео. Это нас очень поддержит и очень поможет. А мы с вами прощаемся до следующих мукбангов, до следующих встреч. Всем удачи, всем пока.